В талантливую фигуристку из США уже мало кто верил, а Лью вернула четверной и рвется на Олимпиаду. Российским девочкам впору опасаться. Главная соперница российских фигуристок возвращается в большую игру. В прошлом сезоне восходящую звезду сборной США Алису Лью с головой накрыл пубертат. Казалось, девочка уже не выкарабкается, но Алиса взяла себя в руки и вернула сложнейшие прыжки. Что же талантливая американка может противопоставить ученицам Тутберидзе? И неужели именно Лью оставит Россию без полного пьедестала на Олимпиаде? Потерянная надежда США. Есть у российских болельщиков одна забава – смотреть в сторону иностранных фигуристок и гадать, кто же из них наконец бросит вызов ученицам Этери Тутберидзе. Еще пару лет назад эту позицию безраздельно занимала юная американка Алиса Лью. К 15 годам Алиса стала двукратной чемпионкой США по взрослым и установила несколько рекордов. В том числе именно Лью стала первой фигуристкой, исполнившей тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Артистичную и вечно улыбающуюся фигуристку называли ни много ни мало главной соперницей феноменальной Камилы Валиевой в борьбе за золото Олимпиады в Пекине. Но если Валиева в прошлом сезоне уже блистала среди сильнейших фигуристок России и убеждала всех в своей способности стать олимпийской чемпионкой, то Лью угодила в глубокий кризис. Всего за несколько месяцев Алиса выросла на 13 сантиметров и заметно прибавила в весе. Это повлияло на ее технику, спортсменка не только растеряла все ультра-си, но и с простыми элементами, вроде обычных тройных прыжков и вращений, стала испытывать сложности. Кроме того, развилась старая травма, а из-за долгого карантина девочка осталась без полноценных тренировок. Возникали вопросы и к питанию спортсменки. Было заметно, что придерживаться строгих диет она не собирается. Алиса вернула сложнейшие прыжки. Исправить ситуацию Лью пыталась с помощью смены тренера. Алиса рассталась с Лаурой Липецки, которая и вывела ее на топ-уровень, и начала работу с целой командой специалистов. Однако сезон, по большому счету, пошел на смарку. На национальном чемпионате Алиса выглядела не так плохо, как в начале сезона, однако даже с соотечественницами не могла конкурировать на равных. Не говоря уже о российских звездочках. Никто не должен списывать Алису со счетов или обвинять в чем-то только из-за того, что она растет. Она становится молодой женщиной и начинает привыкать к своему новому росту, новому телу и окружению. Время взросления несет множество вещей, которые нужно сделать, и фигурное катание или тренировки – вовсе не первое среди этих вещей, говорил тренер фигуристки Джереми Эббот. Казалось, что с таким подходом о серьезных амбициях придется забыть, но Лью все-таки удалось доказать, что ее рано списывать со счетов. Звездная американка наконец-то взяла себя в руки. Вернула достойную спортивную форму, привыкла к изменениям в организме, сбросила лишний вес. На свежем видео американка уверенно тренирует свои коронные прыжки, четверной лупс и тройной аксель. Пока исполнение было не идеальным, тем не менее это громкое заявление. Соперницам Алисы снова стоит ее опасаться. И пусть вешать ей на шею олимпийскую медаль преждевременно, очевидно, что попытки поставить крест на ее карьере не увенчались успехом. В талантливую фигуристку из США уже мало кто верил, а она восстановила четверные и рвется на Олимпиаду. Лью не боится риска и мечтает о победе на Олимпиаде. У Алисы будет время в межсезонье, чтобы окончательно набрать форму и отточить свои навыки на соревнованиях. Если ей удастся наконец адаптироваться к новому телу и подойти к Пекину в оптимальном состоянии, то у российских девушек действительно может появиться сильная соперница. Тем более, что Алиса не боится рисковать и готова в любой момент пойти ва-банк. Конечно, сложнейший контент еще надо исполнить, но спокойнее от этого не становится. Возможно, если бы я отказалась от еще одного четверного, мне было бы проще. Но я не хочу стоять на месте, я хочу развиваться и двигаться вперед. Не буду скрывать, что моя цель – Олимпиада. Думаю, выиграть Олимпийские игры хочет любой амбициозный спортсмен. До Олимпиады еще далеко. Но каждое соревнование,
Каждая тренировка, каждый новый выученный элемент приближают меня к победе на Олимпиаде, объясняла Лью. Лью знает свои слабые места и работает над ними. На данный момент Лью выглядит значительно слабее любой из тройки российских фавориток. Однако набор ее сильных сторон позволяет при определенном раскладе обыграть и Валиеву, и Анну Щербакову, и Александру Трусову. В таком случае Алиса сможет прервать гегемонию Тутберидзе. В техническом плане ее козыри – стабильный тройной аксель и владение четверным лутсем. К тому же все указывает на то, что Лью серьезно работает над увеличением второй оценки. Еще с прошлым тренером она начала тренировки с Лори Николь, одним из сильнейших хореографов мира. Кроме того, американка работала над скольжением и вращениями с Каролиной Коснер. Она помогла мне по-другому посмотреть на фигурное катание. Мы очень много работали с ней над катанием и презентацией. Она объяснила мне, что на льду я должна показывать представление для зрителя, рассказывала Алиса. Ранее камнем преткновения для Лью были грубые ошибки на выездах и недокруты, из-за чего фигуристка не могла сражаться с россиянками в полную силу. Если спокойная и планомерная работа яркой американской звездочки даст плоды, то женский турнир в Пекине обязательно заиграет новыми красками. И уже никто не скажет, что наши девочки разыгрывают медали исключительно между собой. Еще в 2018 году американку Алису Лью называли одной из претенденток на золото Олимпийских игр 2022 в Пекине. Именно тогда 13-летняя фигуристка впервые приземлила тройной аксель на международном соревновании, став самой молодой спортсменкой в истории из тех, кому покорился этот непростой элемент. Несколькими месяцами позднее Лью выиграла чемпионат США среди взрослых, опередив более опытных Брэди Теннил и Мэрай Белл. С элементами ультра-си у Лью не всегда все складывалось идеально. Очень часто она не докручивала прыжки и получала снижение от судей. Поэтому, несмотря на более высокую базовую стоимость своих программ, в очных встречах она проигрывала Камиле Валиевой. А на юниорском чемпионате мира и вовсе взяла только бронзу, уступив в борьбе за серебро Дарье Усачевой. Но второго сезона битвы Лью с россиянками, к сожалению, не случилось. Из-за вируса отменились практически все международные турниры. Валиева и Усачева поехали по этапам Кубка России, в то время как Алисе пришлось сидеть без соревновательного опыта вплоть до национального чемпионата. Когда появились первые фотографии с тренировок чемпионата США, болельщики поначалу даже не узнали фигуристку. За этот год Алиса сильно поменялась. Она стала заметно выше, а ее детское тело практически превратилось в женское. Настигнувший пубертат не мог не отразиться на результатах спортсменки. Чемпионат США Лью, можно сказать, провалила. После 2 побед подряд. В 2019 и 2020. В 2021 году она даже не попала в тройку лучших. При этом фигуристка много ошибалась и даже не пробовала исполнять в программах элементы ультра-си, что стало для нее огромным шагом назад. На фоне освоившей триксель квад Сальхов Валиевой и более-менее стабильной Усачевой это казалось диким провалом в перспективе игр 2022. С восстановленными и стабилизированными ультра-си Лью может навязать серьезную конкуренцию россиянкам, главным образом Щербаковой, Валиевой, Трусовой или же Усачевой в борьбе за медали Олимпиады 2022, и серьезно усилит сборную США в командном турнире.